Всем привет! С вами Лаврентьева Алена, и сегодня мы будем делать коррекцию. Здесь у нас было наращивание на верхние формы. Его я делала 1 января. Это первые ногти мои в этом году. Делала я его Лизе, своей сестренке. Вот так оно относилось. Здесь около 3, что-то там 3, может быть, с копеечкой недели. И так как я планирую уезжать, я понимаю, что я не могу ее оставить с этими ногтями, потому что она их точно не сможет доносить до конца. Дело в том, что у Лизы есть проблема. У нее проблемные точки в роста, они у нее слишком такие задранные, слишком расковыренные, в общем, все снесенные, и она часто страдает от бокового анихолизиса. Я его как раз там покажу и расскажу, как мы его будем ремонтировать, как мы его будем закрывать и спасать эти ногти. В общем и целом все выглядит довольно-таки неплохо, но на некоторых ногтях боковых стенок у нас снова не хватает. Это стандартная для нее история. А для тех, кто не знает, расскажу. Лиза работает парикмахером, стилистом, она постоянно красит волосы, моет головы. Ну и, в общем, постоянно баландается в воде и все время работает руками. Это очень важная сноска, это нужно учитывать, и зная ее ногти, а они у нее еще имеют тенденцию расти очень-очень сильно вниз. В общем, работы будет много. Ногти, которые были до, они были сделаны на полигель и на верхние формы. Сегодня мы выполним просто коррекцию гелем. Конечно, нас ждет отбитый дизайн, но не без этого, я буду не я, если не сделаю какую-нибудь фигню. Поэтому мы сейчас продолжим. В общем, кстати, здесь у меня еще такой момент, да, я снимала небольшой ролик сравнения о том, что типа апельсиновая палочка или пушер. Я вот лично за пушеры, но это чисто моя такая тема, я никого к этому не призываю. Мне пришел новый, который похож по форме на апельсинку, собственно говоря, поэтому я и решила снять такой обзор. Вот здесь я их сравниваю, это как раз-таки те части из того видеоролика про апельсинку или пушер. Я работаю пушером, мне правда нравится, и я сейчас вам подробно и достаточно медленно покажу в сравнении работу пушера и апельсинки, и покажу не просто на кутикуле, а на Лизиной коже, которая является очень склонной к сухости, склейкам и прочим неприятностям. Кстати, на большом пальце там реально огромная склейка, и мы ее будем раскрывать. В общем, для начала мы возьмем пушер. Пардоньте. Шевелюсь иногда, знаете, есть там такой грешочек. Берем пушер, и с помощью него мы совершенно спокойно, легко отодвигаем кутикулу, главное никуда не торопиться. И дальше уже второй стороной пушера, вот такой вот, как ее там правильно называют, ковырялкой, очень классно можно зачистить птеригий. Второй палец у нас будет поддаваться воздействию апельсиновой палочки. Здесь видео чуть-чуть ускорено, и с пушером, и с апельсинкой не хотела растягивать удовольствие, но смысл заключается в том, что по ощущениям для меня апельсинка, она менее надежная. Я не переживаю, что пушер поранит клиента. А вот и склейка, кстати, обещанная, и к ней я подхожу с двух сторон. То есть сначала с правой, потом с левой, можно наоборот. И потом уже очень осторожно, подобрав угол, с помощью пушера эту склейку я убираю атравматично. Если бы мы говорили о работе апельсиновой палочкой, там всегда лично для меня, опять-таки в моем мире маникюрном, есть риски поранить клиента. Поэтому я выбираю пушер, а вы делаете, как вам нравится больше. И потом, мне кажется, это как-то серьезнее перед клиентом, что ли. Ладно, как говорится, дело житейское, кому что больше нравится, то и делайте. В общем, мы сняли ногти, отодвинули кутикулу, и пришло время их готовить. Рубрика «Спилили весь ноготь» вообще нафиг. На самом деле нет, на самом деле движения мягкие, просто они ускоренные, и работа идет только через вес пилки, а она металлическая. То есть вот сколько она весит, так мы ее и с той силой прикладываем к ногтевой пластине. Поэтому нам за это ничего не будет, потому что в противном случае у всех моих родственников и клиентов давно бы уже отвалились ногти, но этого не произошло. Тут я наношу талькой и специально прям оставила то, как я его наношу. То есть я его не просто сыплю, я его прям, так сказать, немного втираю такими движениями в кутикулу и потом стряхиваю. И тогда мы получаем очень классный эффект подсушивания. А для прилипшей сложной кожи с полным отсутствием вообще напрочь кармана, я, конечно, очень-очень советую использовать фрезу безопасную. У меня это фреза от Magic Beats, от торговой компании Biotech. Она мне очень нравится, у нее тельце длинное. Бывает в других брендах, там тельце короткое. Мне кажется, длинное как будто бы более эффективное. То есть я привыкла работать с тем, и, собственно говоря, им и работаю. А дальше
любимая фреза всего нашего семейства. Ну, вообще, любая фреза с желтым пояском у нас является любимой. Я, правда, люблю, для меня она самая-самая мягкая. Хотя многие говорят, что желтые фрезы нифига не пилят. Нет, там прикол не в этом. Во-первых, фреза должна быть новая, а не умершая там позавчера. А во-вторых, должен быть нормальный аппарат. И, кстати, напишите мне здесь в комментариях, интересно ли вам, чтобы я сделала обзор на самые популярные аппараты, потому что, в общем-то, они есть у меня все, и нам есть о чем поговорить. Ну, а пока я, кстати, вам хотела показать кусачки. Прикиньте, 6 миллиметров. Вот это вот исторический момент, я и на 6 миллиметров. Ну, чтобы вы знали, я человек, который любит там что-то от 10-11 миллиметров и далее, а тут вот несчастные какие-то 6. Прислали мне Nippon Nepris, у них вышла модель в серии Classic, доступная, адекватная модель, популярная по длине полотна. Вот такая с пяточкой, с небольшой, классическая. Посмотрим, как они будут срезать. В общем, рубрика «Выйти из зоны комфорта». Но на самом деле, как видите, срезают они отлично. Вот это прям реально первый срез кусачками такой формы. То есть я 100 лет не работала коротким полотном. Но на самом деле я люблю делать что-то такое, чего я не делала до этого. И хочу вам сказать, все было классно. Мне очень понравилось. Эти кусачки на работу я не увезла, я решила их оставить себе дорожным вариантом. Я скоро поеду в отпуск, и именно эти возьму с собой. У них и колпачок как раз сохранился, потому что те, которые у меня в работе, там, к сожалению, колпачков уже, ну, как бы не осталось, они растерялись, а тут новенькие, хорошенькие. В общем, постираю и повезу с собой отдыхать. Действительно удобные кусачки. Да, нужно кое-где приноровиться, но это касаемо меня, потому что я люблю длинные полотна. А для тех, кто работает на классическом полотне 4-6 миллиметров, вот такая вот штука. Тем более это сейчас они 6, а потом после заточки, как говорится, чуть-чуть покороче будут. Мне очень понравилось, мне зашло. На видео специально ничего вырезать не стала. Вот так кожа выглядит после среза и еще до шлифовки. И видите, какие можно маленькие деталечки убрать. Тут главное, конечно, вовремя остановиться. Я вообще раньше этим грешила. Все время хочется почище да почище. А вот и наша точка в роста. Снесенная вообще просто нафиг. Кстати говоря, не мною. Это просто вот у Лизы ногти клюют, она часто их перенашивает. И вот такой вот результат. Снесенные точки в роста, вот такой боковой анихалез – это результат клюющих ногтей, неправильной архитектуры, перенашивания покрытия и излишней нагрузки на ногти. И в некоторых случаях результат таких вот ковыряний. Бывают же вот эти, которые что-то там все время делают. Вот. Но это не Лиза, а у нее это просто реально нагрузка. То есть ее-то ногти я точно знаю. Что мы делаем? Мы берем базу. Я, кстати, все материалы укажу там в описании. У меня сегодня тут от BSG много всего классного, и база тоже была BSG-шная, а вот сейчас полижеле. Видали, да? Вот такая штука прикольная. Но не путайте с гелем жвачкой. То есть это вот не тот, который вот так вот, а что-то похожее на полигель, но более плотное, более такое густое и резиноватое, что ли. Ну, в общем, продукт на самом деле интересный, он никуда не растекается. То есть вот в банке, если ты его зачерпнул, там так эта дырочка и останется в этой банке. Ну, вот такая вот консистенция, абсолютно не самовыравнивающийся материал. Для работы на верхних формах, для поднятия клюющих ногтей, для достраивания углов, ну и какой-то недостающей архитектуры. Вот такая вот вещь. Ну и, в принципе, кто вам помешает им нарастить? Единственное, что советую его раскладывать не кистью, как это сделала я, а все-таки пользоваться апельсиновой палочкой, которую вы смочили в обезжиривателе или специальной жидкости. Вот так выглядит наш пришмякнутый, снесенный точек в роста. Точек. Ну, короче, вы меня поняли, да? Точка в роста. У меня что-то сегодня с русским языком, впрочем, как обычно. А вот здесь лайфхак ловите. Видите, я большим пальцем прижала, и с другой стороны форму тоже поджала, чтобы она встала по ногтевой пластине. Но, если честно, я подумала, что я сделала неправильно. Не надо было мне их так достраивать, надо было проложить, наверное, стекловолокном и просто на верхней форме сделать коррекцию. Но у нас, конечно же, был план, ну и мы, как говорится, его придерживались. Ну, Лиза у нас человек творческий, поэтому просто дизайна, конечно, от нее не ждите. Она спросила, что там есть нового на обзор. Я говорю, есть полижеле, есть гель-конфитюр, поэтому сейчас будем творить. Взяли 2 полижеле, белый и вот такой вот, не знаю, наверное, Тиффани, да, или какой-то бирюзовый, в общем, кому как больше видится. И решили сделать что-то типа 3D-дизайна. Ну, такой вот у нас был здесь замут в этом плане. Я выложила апельсинкой, чуть-чуть подправила кистью. И с первым ногтем я, конечно, повозилась, потому что я никак не могла понять, что же мы все-таки хотим. Потому что Лиза, как всегда, сказала, хочу чего-то вот такого, чего ни у кого не было, и чтобы всех потом стошнило, как обычно. Но это мы с ней просто посмеялись, потому что обычно им про ее дизайн всегда пишут, что опять какую-то фигню сделали. Поэтому, ну, извините, мастер-класс по очередной фигне.
ничего не меняется, все по плану. В общем, очередной фигни нашлепали и решили добавить цветник. Взяла именьку ярко-оранжевую. На то есть причина, потому что дальше будет гель такого же цвета. И этой именькой я сейчас прокрашу бачка нашей, я даже не знаю, как ее, кляксы, что ли. Ну, короче, вот этой вот кучки полижеле. Мы сейчас бачка прокрасим, и дальше вы увидите, что же мы будем тут за дичь такую творить. Кистью также подправляю все лишнее, но на самом деле стараться здесь особо не надо. Вот именно когда так прокрашиваешь, я сначала подумала, что надо подтереть, а потом поняла, что наоборот, если вот такие границы останутся, это дальше даст интересный эффект. И вот сейчас, когда мы это закончим, я возьму следующий продукт. И на этот продукт я хочу обратить особое внимание. Лиза сказала, что ей, конечно, уже вот так нравится, а вот и наш красавчик, герой, собственно говоря, нашего мероприятия. Это гель, который называется конфитюр. Он очень-очень-очень жидкий. Для тех, кто любит жидкие гели, это просто находка. То есть это твердый продукт в классной консистенции, ну, практически база, можно сказать, а может быть даже и жиже. Теперь вы наблюдаете, как я дозаполняю остаток ногтевой пластины, то есть выстраивая архитектуру, если так в контексте вот этого можно выразиться, потому что дальше, естественно, после заполнения нам надо будет пильнуть, не без этого, как говорится. По поводу конфитюра, да, что хочу сказать. Цвет вообще просто потрясающий. Если в баночке он такой немножечко сероватый, сомнительный, то на ногтях он имеет очень-очень нежный, я бы даже сказала, какой-то, ну, дорогой оттенок, что ли. Конечно, он бы был прекрасен во френче, но когда я Лизе говорю слово френч, она не сильно радуется, поэтому смотрим на мои кракозябры сегодня. Да, заполнили, немного переворачиваю, и вот так выглядит наш полуфабрикат, который ждет в дальнейшем опил. Но не забываем, что у нас еще остались остальные ногти, с которыми надо что-то там сделать. Сейчас поэтому их попилим, но перед этим будем обезжиривать. Кстати говоря, к вопросу о салфетках для обезжиривания. Постоянно меня спрашивают, у меня даже вот они здесь рядом есть, пока пилю. Покажу. Это салфетки от Домикс, они кругленькие, действительно безворсовые и очень-очень удобные. А мы здесь уже допиливаем, проверяем параллельки и всякие неприятные моменты возле кутикулы вопиющие, конечно, легче всего убрать фрезой. И я для этого использую фрезу малышку. На нее также оставлю ссылку, я надеюсь, что они там где-то еще есть, хотя бы на сайте. Фрезы классные, разбирают как пирожки горячие. Ну, а дальше фреза керамика, та, которую снимали, в общем-то, ей же и делаю опил. Я очень люблю фрезы для снятия и для вот такого опила с прямой стенкой. То есть, чтобы это была не кукуруза, а именно прямая. Ну вот мне нравится, мне так удобнее опиливать. Ну и дальше. Красавец. Еще один наш герой, тоже конфитюр, но вот в таком сумасшедшем огненно-красно-оранжевом цвете. Я зову этот цвет, ну, вообще они его 08 назвали, но я его зову цвет бешеной апельсинки, потому что я правда считаю, что это цвет сумасшедшего апельсина. Он очень-очень-очень плотный, но при всем при этом, вот хотите верьте, хотите нет, он еще и просыхает. Вот такой вот феномен. То есть цветной, плотный, укрывистый гель, который будет сохнуть. Это классно, это альтернатива цветному покрытию, но хочу предостеречь, выглядеть он будет все равно иначе. Вот сейчас поймете, о чем я говорю. Капля нужна совсем небольшая, то есть он прекрасно стоит в тонкий слой. Потом не забываем, что у нас там еще внутри есть полигель и предыдущее наращивание, поэтому много материала нам не нужно. Но при желании можно покрыть вторым таким же слоем, ну, с небольшой капелькой, как у меня. Я знаю, девчонки так работают их инструктора, все нормально. Но у меня будет тонкий слой, потому что мне просто больше не надо. А вот так выглядит наш опиленный большой пальчик с нашей снесенной точкой в роста. Там прозрачный материал, и все очень даже хорошенечко так видно. В общем, здесь также делаем мокрый пол, все промазываем, и по большому счету будем выкладывать архитектуру, добавлять только вот здесь, вот в верхней третьей ногтевой пластины, потому что ниже нам нужно просто это стянуть на нет, так как там уже есть гель с прошлого раза, точнее у нас там был полигель. Легко помогаю себе тонкой кисточкой, если кто-то работает без нее, то пожалуйста, я очень люблю тонкую кисть в работе. И, собственно говоря, мы получаем очень ровную, хорошую форму. Если вдруг что-то куда-то у вас стекло, слава богу, у меня такого не было, но можно еще пильнуть. Дальше у меня топ без липкого слоя, снова от торговой марки BSG, как вы поняли, это обзор, собственно говоря, на них, ну попутно еще на новые кусачки и на пушеры. И дальше у нас идет перекрытие
топом. Я перекрываю сначала в тонкий слой. Если у вас правильно сделан маникюр и распределен материал, то покрыть близко к кутикуле проблем, конечно же, не составит, если срез кисточки ровный. А он у нас абсолютно ровный. Я думаю, что это очень хорошо сейчас видно на экране. Я пользуюсь техникой веера, то есть раскрываю кисть через нажатие и совершенно спокойно полностью по всей ногтевой пластине наношу топ. А вот сейчас внимание, вот так ногти выглядят после покрытия и просушки топом до того момента, как я прошлась по ним масличком и увлажнила их. Кстати говоря, не забываем выпилить изнутри. Тут у нас снова фреза малышка, и на это я могу смотреть просто бесконечно. Я прям вот обожаю визуальный эффект выпиливания ТВС-кой вот такой вот маленькой изнутри. Мне прям очень нравится, не знаю, с чем это связано, но я вот обалдею. Напишите в комментариях, если кому-то тоже нравится наблюдать вот именно процесс снятия материала и процесс выпиливания. После того, как выпилили, там уже по желанию можно перекрыть базой, топом или даже матовым топом, кому что больше нравится. Я склоняюсь к базе и матовому топу. Ну а мы уже готовы оценить результат. И вот сейчас возвращаемся к тому, что я говорила, что цветной гель все равно будет выглядеть чуть-чуть по-другому, не так, как покрытие цветным гель-лаком. Обратите внимание на зону возле кутикулы и зону ближе к свободному краю. Есть такой небольшой подсвет, то есть чуть-чуть он светит, просвечивает. Но я не считаю, что это плохо. Лизе так это вообще очень сильно понравилось. Она за креатив, за то, что было не как у других. Поэтому никакого криминала я в этом не вижу, но вы напишите свое мнение, как вам такое, а нам очень-очень понравилось. Хотя, честно, я считаю, что надо было сделать здесь коррекцию, вот все то же самое, теми же материалами, но только на верхние формы. А вот такой эффект у нас самого покрытия получился, то есть вот что-то такое светящееся и непонятное. Но главное, что Лиза довольна. А всем, кто посмотрел, большое спасибо и пока-пока.